Мне 28 лет, и я чувствую, что я потеряла свою жизнь. Между умными и красивыми я всегда считала себя умной. Я нравлюсь себе внешне, как и многим другим, но лишний вес еще в подростковом возрасте навесил кучу комплексов. Поэтому, когда мне было 16 лет, и более стройные и удачливые подруги вовсю крутили романы, я делала вид, что мне все равно, и мне это не нужно. Но подушка не успевала высохнуть за день от слез. При этом ухажеры были, но какие-то не такие. Опять же, в сравнении со стройными красавцами, которые окружали моих подруг. Да и вообще я всегда была общительной, остроумной, веселой, запоминающейся. Но в 16 лет хочется великой и безумной любви. Поэтому, когда подруга сказала, что я нравлюсь ее знакомому взрослому парню, меня окрылило. Но все оказалось довольно прозаично. Парень был взрослым мужчиной 38 лет, естественно, женатым, но он казался умным, даже мудрым. Поэтому бокал вина и пара комплиментов запудрили мозги малолетки. Я вдруг поняла, что я лежу на кровати, раздета, плачу и прошу, чтобы меня отпустили, но мои слова как-то не особо действуют на взрослого человека. Он быстро оделся и кинул деньги на такси. Сказал только, что нечего переживать. Прошел год. Любви все так же хотелось. И в 17 лет я встретила будущего мужа. Историю про изнасилование я ему рассказала. Вроде бы он все понял, принял. Пока встречались, все было хорошо. И любовь, и интим, и веселье, гулянки, романтика. Пока я не узнала, что у него помимо меня есть еще одна девушка, Юля. И много безымянных, исключительно для интима. Но тут незаметно подкралась моя беременность. И с безымянными, и с Юлей пришлось завязать. Тут же свадьба, ребенок и вечная любовь. Потом, через несколько лет, он рассказал, что мы с Юлей практически одновременно забеременели. Только на мне он женился, выбрал меня, потому что любит, а вот Юлю послал на аборт. После свадьбы начались скандалы. Вдруг почему-то до него дошло, что замуж я вышла не девственницей. И вся история с изнасилованием перевернулась с ног на голову. Я стала гулящей, которая сама по пьяни захотела переспать с взрослым мужчиной, а теперь строит из себя жертву и вообще спит со всеми подряд. Грязь и оскорбления стали литься постоянно. Когда я уже морально не выдерживала, то бросалась на него, хотела ударить и заткнуть ему рот, но били почему-то меня. Так продолжалось несколько лет. Но каждая ссора, драка заканчивались вымаливанием прощения и бурной страстью. Стандартная ситуация. Но я любила его, верила в его любовь, потому что эти скандалы приносили эмоции, внимание. Плюс к этому он дико меня ревновал к каждому столбу. Мог уйти в запой или сидеть без работы месяц, но любовь была важнее. Пока его мать не купила ему машину. Машина. Именно ее я виню в нашем разводе. Потому что машина должна себя окупать. Поэтому надо таксовать по ночам. Вместе с ночами появились звонки от постоянных клиенток. А вот скандалы пропали. То есть и внимание пропало. Мы отдалились и стали закатывать друг другу истерики по каким-то дурацким бытовым поводам. Я еще не чувствовала, что у него кто-то есть, но уже поняла, что к этому идет. Что ему нравится эта ночная жизнь, необременительные знакомства и веселые подвыпившие женщины. И как-то раз он забрал меня с работы и по пути стал материть какого-то водителя, который, по мнению мужа, неправильно ехал. И я поняла, что безумно устала, и сказала, что подаю на развод. Он не поверил. А я как-то так быстренько за 3 дня подала заявление на развод и алименты, собрала его вещи и выставила его из квартиры. И еще стала флиртовать с парнем на работе, чтобы уж наверняка не передумать, потому что за 7 лет брака даже мысли об измене не возникало. Муж страдал. Он следил за мной, приезжал, названивал, плакал, умолял, кричал что-то про «имеем, не храним», потерявши плачем. Потом признался, что фактически считал меня своей собственностью и не думал, что я когда-нибудь куда-то от него денусь. Я быстро поняла все плюсы свободной жизни. Оказалось, что я привлекательна, что вокруг много мужчин, что я могу спокойно сходить с подругами в бар или клуб, что справляюсь с выплатой ипотеки и воспитанием ребенка, что могу жить самостоятельно, ни от кого не зависеть. Минусы обнаружились позже. Многие мужчины были довольны, что у меня квартира,
что я сама себя обеспечиваю, что могу заплатить за себя, ну и за него тоже, почему бы и нет. Некоторые были вполне серьезны, предлагали сразу замуж, но они вообще не цепляли. Те, которые нравились, считали меня не очень подходящей для них кандидатурой, разведенкой с ребенком и ипотекой. И самое страшное, что ни с кем из них, ни с одним, хотя их было не так много, как может показаться, ни разу я не смогла получить удовольствие в близости. Только муж знал, что и как мне нравится, только с ним было хорошо. При этом он продолжал приезжать и просить не делать ошибок, никого не искать и вернуться к нему. И я стала возвращаться. Но муж даром времени тоже не терял. То с одной жил, то с другой встречался, то с третьей просто спал. А чаще всего все одновременно. То есть я заканчивала все свои отношения, перекрывала любое общение, верила, что все наладится, ведь мы все так же любим друг друга. А он жил ночь у меня, день у другой, следующую ночь у третьей. Каждый скандал заканчивался оскорблениями, обвинениями, что я сама развелась, чтобы по мужикам скакать и кайфовать. Так мы сходились и расходились очень-очень много раз, пока у него не появилась молоденькая 18-летняя девочка. Похожая на меня внешне, тоже отличница. Даже учится там же, где я когда-то, веселая и спокойная, и девственница. Идеальная для него. Что еще нужно 30-летнему мужчине? Девчонка, которая ничего не видела, ничего не знает и не умеет. А он перед ней такой взрослый, опытный, крутой. Он даже стал задумываться о свадьбе. Только все не мог оставить все свои одноразовые отношения и привязанность к бывшей жене. У меня тоже появился вроде бы очень серьезный и основательный мужчина. Не красавец, но сходу заявил, что сделает в моей квартире ремонт, будет платить мои кредиты, купит мне машину. И еще он хочет детей и жениться. Желательно побыстрее, потому что сразу, как меня увидел, понял, что я его судьба. Он был разведен. До него я встречалась только с холостыми парнями. Сын от первого брака. У него свой бизнес, он полностью содержит сына, а жена вот только видеться не дает с ним почему-то. Злая женщина. Потом все-таки случилось кольцо, предложение и поездка на море. И вот я снова беременна. До этого мне пришлось уволиться с высокооплачиваемой любимой работы, и на новом месте я стала получать в 2 раза меньше. Я влезла в кредиты, но мой мужчина обещал все это разрулить. Только вот сейчас с бизнесом наладится, ему должны кучу денег, но почему-то не возвращают. Потом он начал как бы ремонт, поменял потолок и разгромил все остальное. На этом деньги кончились. Когда я говорила, что мне нужно заплатить кредит, он делал круглые глаза и говорил, что мы же вот только что платили в прошлом месяце. Денег нет, и ты как бы сама найди, а когда вернут долг, я все заплачу. Потом стали приходить повестки из суда, и оказалось, что у него огромный долг по алиментам. И это не ему все должны, а он всем должен. Он прятался у меня дома, у него забрали машину за долги. Начался полный трэш. При этом, когда я спрашивала, что происходит и почему он врал, и зачем он опять же делал вид, что ничего не понимает, что это я дура, а вообще все хорошо. И он все сделает и для меня, и для будущего ребенка. Но даже не это главное. Ведь с любыми обстоятельствами можно справиться, если людей связывает чувство. Но у меня их не было никогда. Еще до этих проблем я поняла, что не полюблю его. Он меня дико бесит, и жить я с ним не буду. А тут все само сложилось в пазл. Я его выгнала. Аборт было делать уже поздно. Решила рожать. Тем более подумала, что получу материнский капитал, покажу ипотеку и как-нибудь справлюсь. Все это время мы не переставали общаться с бывшим мужем. Мы повзрослели, поумнели. У обоих появились более-менее постоянные отношения. Мы все обговорили и решили, что раз все равно друг без друга не можем, то будем любовниками. Без взаимных претензий и упреков. Без претензий, конечно, получалось не всегда. Но нас все устраивало. И тут я оказалась беременна. Одна с кучей проблем и кредитов. У него тоже не получилось ничего с молодой девушкой. Почти 2 года впустую. Сначала он изменял ей, обманывал, а она сидела дома и ждала. А когда он понял, что пора брать и жениться, девчонка взбрыкнула и сказала, что зачем ей это надо, она молодая еще, а он в свои 32 года уже лосоват, алименщик и бабник.
И тут у нас с ним проснулась очередная волна любви. Накрыла с головой. Он практически вернулся в семью. Стал ночевать каждую ночь. Мы проводили вместе время. Все это довольно скрытно и тайно, потому что я не хотела, чтобы кто-то говорил, что я развелась, нагуляла ребенка и притащила бывшему мужу. Да и он никогда не будет воспитывать чужого. То есть изначально не было цели окончательно сойтись. Нам просто было хорошо друг с другом, спокойно. Мы научились разговаривать, слышать друг друга. Конечно, мы высказывали претензии, упрекали, но до скандалов не доходило. Научились обходиться без них. Так что он ночевал, ел, спал. Но с работой у него временные напряги, а мне пришли декретные. Поэтому я заправляла его машину, платила его штрафы, оформила ему страховку и взяла ему телефон в кредит. Он сказал, что все вернет. Да мне и не жалко было, любовь же. При очередном разговоре я сказала, что понимаю, что ему нужно строить свою жизнь, жениться, остепениться. Только попросила сказать, если у него кто-то появится. Потому что не хочу никому врать. Да и ему уже нужно научиться жить без лжи. Но, как обычно, случилось по-другому. Я и до этого замечала у него в телефоне переписку с девушкой. Но он говорил, что это его старая знакомая, та самая Юля из прошлого, которую он отправил на аборт перед нашей свадьбой. Что у нее муж и 3 детей. Что они просто случайно увиделись и теперь пару раз в месяц общаются за жизнь. Конечно, меня это злило, хотя я никаких претензий ему не вправе высказывать, потому что через пару недель мне рожать от другого человека. И он стал пропадать, реже приезжать, меньше общаться, прятать телефон и убегать при каждом звонке. Я попросила: скажи честно, если кто-то появился, я уйду в сторону, потому что не хочу играть в твои игры. Он меня заверил, что нет, никого нет. Он просто подрабатывает на шабашках, поэтому сильно устает, рано засыпает, ну и все в таком роде. Пока однажды все-таки не выпил и не остался на ночь. Всю ночь он говорил, как сильно меня любит, хочет, как ему хорошо со мной. А утром в телефоне я нашла переписку с той самой Юлей. Очень интимную, романтичную, все с любовью. Попросила сказать правду, но он ничего не сказал, только что не обязан передо мной отчитываться. Я не выдержала и позвонила Юле. И оказалось, что да, у них любовь, только вот нет у нее ни детей, ни мужа, и аборта никакого никогда не было. Просто тогда она узнала, что не одна у него. Он также плакал и просил ее вернуться, клялся в любви и верности. Но она оказалась жестче, чем я, и все оборвала. А сейчас, когда они встретились уже взрослыми людьми, решила еще раз попробовать. Ведь он сказал, что был женат, с женой общается редко и только по поводу дочери. И он выкрутится перед ней, скажет, что это неадекватная бывшая жена, которую беременную бросил мужик, который хочет на него повесить этого ребенка и вернуть его. И вообще делает ему назло, потому что у нее жизнь не ладится. Я знаю, так уже было. Просто сейчас неимоверно больно. Почему нужно строить свои отношения на моих костях? Я чувствую себя использованной. Я потратила на него кучу денег, а это чтобы он Юлю на машине катал. А могла бы погасить один из кредитов, или что-то купить дочери, или будущему, еще не родившемуся ребенку. Открывала ему дверь в любое время, помогала, выслушивала, спала с ним. Была очень удобной и всего лишь попросила сказать правду. Но даже этого не оказалось достойно. Я и до этого думала, что никому не нужна. 28 лет, 2 детей от разных мужиков. Кому, зачем? Но сама виновата. Поверила в сказки, а теперь вообще растоптана. Не знаю, как из этого вылезти. Вообще теперь считаю, что все 11 лет, что мы с ним знакомы, были сплошным враньем. Никто меня никогда не выбирал от великой любви. Просто та девушка бросила, и от безысходности, и назло он решил жениться на мне. А теперь старые чувства проснулись, и он не может даже по-человечески поговорить и закончить все. Бросает трубку. Больно. Очень. Но, наверное, виновата сама.